Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вы привыкли, что обычно мы занимаемся утилизацией ненужных обрезков ткани, лоскутков и выпадов кроя. А сегодня, вы будете смеяться, будем пристраивать в дело небольшие куски холстопрошивного полотна хлопкового ватина. Остались разные куски, и большие, и маленькие. Соединим их вместе и сделаем квадраты одинакового размера. И, конечно же, будем использовать и мелкие кусочки ткани. Ничего специально не режем. Эти кусочки копятся сами собой. Это остатки от предыдущих проектов. Квадраты для основы заготовили, а все цветные лоскутки лучше разобрать по кучкам, по цветам. Отдельно красные, зеленые, синие, голубые. Шить будем в самой простой технике, знакомой многим рукодельницам – крейзи. Начинаем работу с самых маленьких лоскутков. Если надо, то можно заранее сшить несколько мелких в более длинные полосы. В центр основы уложим один лоскуток. На него сверху, лицом к лицу, наложим другой и прошьем, соединим по одной стороне. Потом отогнем лоскуток, прижмем его, отстрочим машинной строчкой. И можно еще раз прошить, простегать. Вы же понимаете, что кусочки очень маленькие, а нагрузка на изделие все равно будет идти. Поэтому все надо очень хорошо, тщательно и крепко пришивать. Нитки не обрываем, работу не останавливаем. Прошиваем по свободному полю, чтобы можно было развернуть изделие и пришить следующий кусочек ткани. Когда в работе все кусочки разных оттенков одного цвета, то можно сильно не размышлять над рисунком. Главное, чтобы длина подходила. Пришили, отогнули, отстрочили, закрепили еще одной строчкой. Можно присоединять следующий лоскутик. Самое интересное в этом процессе – это непредсказуемость результата. Но так как деталь наша все-таки маленького размера, то в итоге наша мешанина лоскутков будет смотреться просто как красное пятно. Помню, как-то раз я шила вот так, в технике крейзи, совершенно не думая над результатом. А потом покрутила получившуюся заготовку и увидела, что у меня получилось изображение домика с окошком, крышей, крылечком, палисадником, дорожкой к домику. Вот специально будешь шить, так не получится. А всего-то надо было перевернуть картинку, чтобы это увидеть. Пока шила эту заготовку, ватин, основа, немного растянулся. Ее надо будет только хорошо отутюжить и отрезать лишнее. По такому же принципу соберем в одной детали все кусочки зеленого цвета. Форма центрального элемента может быть любой. И треугольник, и неправильный четырехугольник, и шестиугольник. Мы как тот Чукча. Что вижу, то пою. Люди постарше наверняка помнят этот анекдот, когда Чукча едет на упряжке собак по тундре и поет: вот солнце встает, ярко светит, вот олени пасутся, ягель едят, вот геолог присел, что-то делает, а мы шьем и шьем, и мастер-класс снимаем. Если нет длинной полоски, можно соединить несколько маленьких кусочков и уже этим фрагментом продолжить работу.
Процесс этот залипательный. И отшиваются эти блоки достаточно быстро. Мы не тратим время на лишние телодвижения. Просто шьем и шьем. Один такой блок можно отшить за 15-20 минут, если не отвлекаться на посторонние вещи, например, съемку мастер-класса. Можно заранее сшить сразу несколько мелких деталей и пришивать уже готовую большую деталь. Потом ее можно прижать строчкой. Вообще, когда я начинала работу, то планировала сшить пару прихваток, показать вам процесс. Но потом увлеклась и после красной заготовки сшила зеленую, голубую, синюю. А потом уж очень разошлась, использовала все остатки ватина и все мелкие лоскутки. Надоело их хранить для чего-то, для чего нужны эти обрезки. Все подчистила, и получилось у меня 12 заготовок, все разные и неповторимые. Их все проутюжим, и надо привести их к общему знаменателю. Тщательно промерим и по шаблону, по линейке отрежем лишнюю ткань. У меня все заготовки получились размером 18 на 18 сантиметров. Основа ватин немного растянулся в процессе работы. И вот теперь уже самый главный интересный вопрос. Что же делать со всей этой красотой? Самый простой вариант, который и задумывался, просто нашить прихваток. Но куда мне 12 прихваток? В мешок складывать. Хотя из красной заготовки можно сделать прихватку в виде яблока или клубнички. Из зеленой прихватка в виде груши, листочка или киви. Фантазировать можно бесконечно. А можно просто сшить все заготовки вместе в одно полотно. Такой вариант тоже вполне возможен.
А теперь смотрите, что будет, если в работу ввести какой-нибудь темный однотонный цвет. Я взяла кусок мебельной ткани, но это могут быть и куски от старых джинсов. Тоже может получиться очень интересный вариант. В общем, чувствую, что мне надо взять паузу, принять ванну, выпить чашечку кофе, скушать твикс. Говорят, что сахар, легко усвояемая глюкоза, способствует лучшей работе мозга. Поэтому, если кто-то хочет помочь автору быстрее соображать, то может оказать финансовую помощь на шоколадку. Вот одна голова хорошо, а 3 лучше. Будем соображать на 3. Но как сообразить на 3, если 2 уже не соображают? Поэтому ставьте классы, пишите комментарии. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!